Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Сегодня мы посмотрим страшные видео с паранормальными явлениями, которые заставили скептиков поверить. Ну а перед началом ролика не забудьте поставить свой царский лайк и написать любой комментарий. Я напоминаю, что это очень важно. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! В следующем видео, первоисточник которого неизвестен, пользователь ехал по мосту и заснял странную фигуру. Посмотрите. Справа появляется размытая фигура, напоминающая человека, но она будто парит в воздухе. Пользователи разделились во мнениях по поводу данного видео. Одни были убеждены в том, что данная фигура просто обман зрения, и там находится плакат или человек. Другие оставляли комментарии о том, что это мог быть призрак, который по какой-то причине задержался на этой дороге. А вы как считаете? Дорога. Любитель паранормального Ян отправляется на легендарную дорогу Тимберленд. Согласно легенде, много лет назад одна семья, которая жила на этой дороге, заболела, и их мать отправилась за лекарствами. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что все они мертвы. Она была обессилена и повесилась на той самой дороге. С тех пор ходят легенды, что ее призрак все еще бродит по тем местам. Кроме того, очевидцы сообщают, что около лесной дороги можно услышать лай собаки, которую никто и никогда там не видел. Однако исследователи паранормального утверждают, что здесь они видели высокие фигуры с горящими глазами, которые наблюдали за ними. У дороги расположено кладбище, где, по слухам, также обитают дети-призраки. Ян отправляется прямо туда, чтобы самостоятельно убедиться в том, правдивы ли эти легенды. Okay. What the hell was that? Уже в самом начале расследования он слышит нечто похожее на вой собак. Ян пытается найти источник звуков, но никого не замечает. Однако через несколько минут происходит то, что его пугает. Похоже на пыхтение. Puffing noises. Я все еще слышу какое-то пыхтение. Попробуй спугнуть его. Вдруг это какое-то животное. Иди сюда, щенок, щенок, щенок. Иди сюда, щенок. Я ничего не вижу. Anything over here? And honestly, it's gone completely quiet. О боже мой. Oh my God! Ладно, пора уходить. Time to go. Боже мой, Oh что my это God. было? What the fuck was that? Stop, 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 stop. Темная тень, предположительно напоминающая собаку, быстро пробегает по дороге. Несмотря на все происходящее, смелый блогер идет дальше. Спустя несколько мгновений с одной стороны дороги в лесу он замечает некую аномалию. Посмотрите. It was real faint. It was just floating around. Hello? Whoa. I freaking
Freaking, I think I just saw it over there now. Ян замечает, что ветки начинают ломаться, но причиной этому может быть и ветер. Однако блогер убежден, что причина этого явления совсем в другом. Давайте посмотрим, что произошло дальше. I'm gonna try to take some pictures. Who's here with me? Whoa, what the hell is that? Oh my god! Ян делает несколько фотографий, и на одной из них замечает аномалию, которая напоминает ему глаза, что наблюдали за ним. Спустя некоторое время блогер слышит чьи-то шаги, хотя около него никого нет. По крайней мере, он так думал. I don't know if I'm just tripping out, but I thought I heard freaking footsteps. А уже через мгновение Ян видит нечто, похожее на свечение на дороге. Эй, там кто-то есть? Алло? Is there someone over there? Hello? Whoa! Что за What чертовщина? was that? Holy crap! Dude, that was like a straight up glow. What the heck was that? Dude, that was like straight up, right over here. Что я только что видел? Кто здесь? Who's over here? Я не I причиню mean тебе you no вреда. harm. Я просто I just хочу wanna поговорить с talk тобой. to you is all. Боже мой, это было чертовски странно. Dude, that was a freaking... Я только что услышал женский голос. Боже мой, Oh my god. мне нужно подойти туда. Мэм, Ma'am? What? Whoa! Oh, she just said freaking help me. I just freaking heard that. Он пытается пообщаться с предполагаемым духом и слышит женский голос. В поисках его источника он идет прямо туда, откуда доносился голос. И, подходя ближе, Ян слышит нечто похожее на «помоги мне». Когда блогер отвечает на призыв о помощи, то он снова слышит женский голос. Однако, как только он не пробовал приблизиться к источнику этого голоса и найти его, у него ничего не получалось. Ян снова делает несколько фотографий, на одной из которых замечает нечто странное. что это было? Heck is that? That almost looks like a freaking a mist over there in that photo. А когда он просит духа показаться вновь, то на фотографии появляется белая аномальная фигура. It's completely gone now. Это ты, я Was that тебя you I видел? just saw? Можешь You показаться saw еще раз? yourself. One more time. Вот опять. There it is again. Вот. Whoa, whoa. Женщина в Lady in белом. white.
Я вижу I can тебя. see you over there. Я знаю, I что know ты you're здесь. here. Я знаю, что I know I больше can't тебя hear не you anymore, слышу, but но чувствую твое I присутствие. can still feel your presence. Whoa. What was that? Dude. Через несколько минут на дороге появляется белая фигура, которая очень быстро исчезает. Ян считает, что это может быть и та самая женщина, которая повесилась здесь. Блогеры решают на этот раз не идти на поиски этой фигуры, а остаться на месте. И в этот момент снова видит аномалию. А дальше происходит то, что пугает даже безрассудного Яна. Oh my god. Oh my god. Holy shit. That was a straight up freaking full body apparition. Oh my god. В нескольких метрах от него появляется уже более четкая фигура, похожая на женщину, одетую в белое платье. Он бежит туда, но никого не находит. Ян снова делает несколько фотографий у дерева, на котором предположительно повесилась женщина, и замечает на них орбы. And it looks kind of aged too. Like it was taken down like a long time ago. Whoa, whoa. I just got a lot of orbs on that one. Я вижу много шаров. Это та ветка, на которой ты повесилась? That you hung yourself from. Look at that. There's freaking orbs floating around. Ян решает не завершать расследование и отправляется дальше, на кладбище у дороги, где, по слухам, обитают дети-призраки. Уже спустя несколько мгновений он слышит нечто похожее на детские голоса. Is there somebody there? Oh my god. Oh my god. Он исследует это место и слышит странные звуки, но не видит того, кто бы мог их издавать. Hello? Oh my god. Что это было What сейчас? the hell was that now? Кажется, что-то шуршит в кустах. Something rustling over here in one of these bushes. Может, это животное. Animals, to be fair. Привет? Hello? Dude, that was a freaking child's voice again. Блогер предполагает, что вокруг него доносятся именно детские голоса. Когда он пытается наладить контакт, то замечает аномалию, которая пролетает около дерева. What's your name? How old are you? What was that? What was that? Holy moly, something just flew by that freaking tree over there. Он снова делает несколько фотографий у надгробий, но никого там не замечает. Ян продолжает исследовать кладбище и сталкивается с самыми различными звуками, от шелеста деревьев до шепота. И дальше происходит нечто действительно странное. Oh my god, I keep freaking hearing like whispering over there. Кажется, я слышу тихий шепот. Whispers. Oh! Where the f did that come from? Oh my god! What the f did I just see? That freaking thing just came out of nowhere! Нечто похожее на мяч вдруг появляется на кладбище, будто из ниоткуда, и катится к одному из надгробий. Как всегда, он делает еще несколько фотографий, на одной из которых можно различить нечеткую фигуру, которая стоит у мяча и напоминает ребенка.
даже совсем тихий. Это было бы замечательно. Вот. Что? Боже мой, у меня мурашки по всему телу. Не может быть. There's a freaking figure. It was standing right there. Standing right by the freaking tombstone. Ян не может поверить своим глазам, однако дальше происходит то, что его еще больше удивляет. Oh my god, that is absolutely insane. Holy crap. I have got goosebumps everywhere right now. Не может быть. Не может No быть. way. It freaking just rolled over there now. Holy shit. Мяч будто кто-то пинает, и он катится от надгробия в другую сторону. Он еще раз убеждается в том, что на кладбище обитают призраки. На этом расследование заканчивается. А что именно увидел Ян на том кладбище и дороге, как всегда, решать только вам. Следующее видео выложила в ТикТок девушка по имени Дакота. Она делится своей жизнью, но на одном из видео ей удалось заснять нечто действительно странное. Однажды утром девушка собиралась в школу и решила снять видео. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Когда Дакота поворачивается, можно услышать голос, который она не сразу заметила. После того, как девушка несколько раз пересмотрела видео, она услышала, как кто-то ей говорил: «Дакота, остановись». Однако были пользователи, которые, посмотрев видео, решили, что девушка могла просто пошутить и сказала это сама. Другие утверждали, что они слышали: «Дакота должна знать». Хочу почитать ваше мнение по поводу этого видео. Напишите его в комментариях. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Дед морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Свет сквозь темноту, юмора из крава. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Страхи Розанны. Следующую серию роликов сняла Розанна и выложила в ТикТок. В ее доме уже давно происходят паранормальные явления, и они не прекращаются.
Когда девушка сидит на кухне, то сначала слышит странные звуки, а затем ящик шкафа выдвигается. Когда Розана подходит ближе, еще несколько ящиков начинают открываться и закрываться. Дальше снова раздается стук. Посмотрим еще одно видео, которое сняла Розана, когда вновь услышала странные звуки. Когда она идет по дому, чтобы найти источник звуков, то никого не обнаруживает. Есть еще одно видео, которое также произошло в доме Розаны. Когда она готовилась ко сну, то вдруг заметила, как сумка, которая висела на ручке двери, начала качаться. Дальше книги из шкафа начинают падать, и через мгновение, кажется, все успокаивается. Так думала Розана. Однако паранормальные события не прекращаются. Книги продолжают падать, а свет вдруг начинает мигать в коридоре. Тут смотрите внимательно. Можно увидеть темную фигуру, которая будто стоит по ту сторону двери, когда свет включается. Розана начинает паниковать, поэтому видео обрывается. В следующем видео Розана слышит голос, который отчетливо говорит «мама». C'est pas possible, ça marche pas. Ça marche. Она идет в детскую комнату, но там никого нет. Однако Розана обращает внимание на магнитофон, который включен, хотя ни диска, ни кассеты там нет. Дальше ящики шкафа начинают выдвигаться, что еще больше пугает девушку, поэтому она покидает комнату. В следующем видео Розана засняла, как манекен для игр ее дочери вдруг начал поворачиваться, будто наблюдая за девушкой.
Arrête. Когда она переходила в другую часть комнаты, манекен смотрел прямо на нее. Спустя мгновение с тумбочки падают вещи без видимой на то причины. Девушка отходит в другую часть комнаты, а манекен снова обращает взгляд на нее. Следующее видео снято на камеру наблюдения. По мнению Розаны, нечто наблюдает за ней, даже когда она спит. Посмотрите. Сверху, над Розанной, можно увидеть нечто действительно похожее на призрачное лицо. Спустя несколько минут она просыпается и, будто одержимая чем-то, начинает говорить с этой аномалией. Затем призрачное лицо медленно удаляется и пропадает из виду. Розана засняла достаточно много видео, так что смотрим следующее. На этот раз двери открывались и закрывались сами по себе, но это было не то, что напугало девушку. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. Когда она вышла в коридор, то увидела темную фигуру, стоящую сначала неподвижно. Розана боялась подойти и несколько раз уходила в комнату. Однако фигура приближалась все ближе. Зрители, которые посмотрели ролики Розаны, были впечатлены. Многие писали, что она умело снимает постановки, чтобы набрать просмотров и заработать денег. Однако некоторые пользователи убеждены в том, что Розане стоит съехать, пока она еще может это сделать. А вы как считаете, Розана действительно столкнулась с чем-то паранормальным? Или все это не более чем мистификация? Соседняя комната. Следующее видео было снято мужчиной по имени Брэндон. Оно быстро разошлось по сети и набрало миллионы просмотров. Мужчина рассказал, что его отец часто пользовался спиритической доской, вызывая духов с того света, но совершал большую ошибку, так как никогда не прощался с духами. Шли годы, и его отец учился жить с паранормальными явлениями, одно из которых удалось заснять Брэндону в квартире отца. Давайте посмотрим. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No.
Брэндон услышал странные звуки, которые доносились из соседней комнаты, и отправился прямо туда. Он осторожно открыл дверь и увидел нечто действительно жуткое. Кажется, что призрачное лицо смотрит прямо на него из-за угла. Брэндон это замечает, однако фигура уже скрывается. Когда он входит на кухню, то никого там не находит. Брэндон пытается прийти в себя, однако как только он подходит к своей спальне, дверь в нее силой закрывается. На этом видео заканчивается. А что же удалось заснять Брэндону на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Темная фигура. Следующий ролик снял мужчина, который не мог понять, что происходит. Сначала он подумал о перебоях с электричеством, но проблема оказалась в другом. Todo el día, no sé, estoy acá en la compu, acá está, de este lado está mi compu y ahí está el comedor. Y así todo el día, no sé, yo creo que tengo una falla eléctrica y... Кажется, у меня проблемы с электричеством, но пока не знаю, в чем дело. Такое ощущение, что что-то двигается, что-то не на месте. И это появляется. Y te puedo grabar como no hay nadie. Está Sansa acá al lado mío haciendo ruido que tiene el cono y... Можно увидеть, как за дверью перемещается темная фигура, когда мужчина снимает видео. Однако в конце фигура будто захотела показать себя и приблизилась к двери. Многие зрители увидели явно человеческие очертания, но мужчина утверждал, что ему незачем обманывать, и снял еще один ролик. Podrido de los sonidos, los ruidos, paren un poco, viejo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? La concha de su madre. Yo había apagado la luz ahí. Oh, esto me da muchísimo miedo. Мужчина услышал шум в комнате своей дочери и начал снимать. Дверная ручка вдруг начинает шевелиться, а затем дверь открывается. Через несколько мгновений дверь закрывается, а мужчина и предположить не может, с чем или кем он имеет дело. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Yeah, well, no, the thing is, though, is that she's got to go out and then come back in. I'm just having a look at the window. But I was given the... Callum, I'm on the phone! Sorry, fuck off! From Russia